Никодим Михайлович Корзенников. Он прошел свой участок дороги Великой Отечественной войны простым рядовым солдатом, начав свой путь добровольцем в июне 1941 года. Он, как и все другие, стойко переносил все тяготы и лишения, выпадающие на долю простого солдата. Только вот, в отличие от других, Никодим Корзенников был единственным глухонемым солдатом Великой Отечественной. Никодим Корзенников родился в 1918 году в глухом сибирском городке. Он рос здоровым, сильным парнем, но врожденный порок сразу перекрыл ему множество путей. Глухонемому очень непросто жить в этом мире. Он не умел ни читать, ни писать, и кто знает, как сложилась бы его жизнь дальше, если бы не близкие друзья, по заслугам оценившие врожденный ум, доброту и отзывчивость этого человека. Узнав, что в Ленинграде есть специальная школа для глухих, товарищи Димы, так называли Никодима, сделали все для того, чтобы он мог учиться в ней и одновременно полноценно трудиться. Устроившись токарем на судоремонтный завод и умудряясь регулярно перевыполнять все трудовые нормы, Дима параллельно активно посещал школу, где быстро освоил язык жестов и научился читать. Вот только писать у него не получалось. Руки с трудом держали перо, корявые буквы не хотели складываться в слова, правда, с его упорством и этот рубеж можно было преодолеть. Но вскоре учебу пришлось прекратить. Судя по застывшим лицам людей, черный репродуктор, висящий на стене общежития, явно вещал что-то очень важное. Но у репродуктора нет губ, по которым можно прочесть, и Дима терпеливо ждал, пока передача закончится, чтобы спросить у своих друзей, что же все-таки случилось. Когда народ начал расходиться, Дима легко дотронулся до плеча своего соседа и вопросительно глянул ему в глаза. Тот все понял и, четко соблюдая артикуляцию, чтобы глухому было понятно, одним коротким, страшным словом передал всю растянутую речь Молотова. Война. Несмотря на огромное желание послужить родине на фронте, на войну Диму не брали. На каждой призывной комиссии давали одну и ту же формулировку – «негоден». Он уже почти смирился со своей участью, но в один из дней ему стало известно, что Приморский районный военкомат формирует из городских рабочих отряд специального назначения. Лейтенант, занимавшийся его созданием, согласился посмотреть на Никодима. Когда офицер убедился, что глухонемой рабочий превосходит многих не только в силе, но и в упорстве, он призадумался. Ведь физические недостатки Никодима могли стать достоинствами на передовой. Глухонемой стрелок не будет отвлекаться на шум, звуки взрывов и выстрелов. Так в призывной карточке Никодима появилась, наконец, долгожданная «годен». Подготовка к службе тяжело давалась Никодиму, он порой не понимал команд и действовал невпопад. Дима не успевал реагировать на команды, чуть запаздывал, копируя движения впереди идущих. Запаздывал он нажать спуск при проведении залпового огня, но тут ничего не попишешь. Командир не винил парня, ведь его запоздалые пули точно ложились в цель. Обстановка на фронте потребовала в ущерб намеченному плану бросить 9-е спецподразделение на один из танкоопасных участков. Было задание остановить танки и любыми способами не пропустить пехоту. Когда начали бить орудия, Дима сидел в окопе с невозмутимым видом. Некоторые бойцы даже позавидовали ему в тот момент, ведь он не слышал оглушающего грохота. Это был первый бой глухонемого солдата, и сражался он с полной самоотдачей. В некоторые моменты Никодим смело выскакивал из бруствера и кидал гранаты в приближающиеся танки. Отряд выполнил поставленную задачу. Во время следующего задания рейда в тыл врага в одной из деревень под Ленинградом Никодим Корзенников вместе со служивцем смог раздобыть важные для командования документы и карты. Но через несколько дней в тех же окрестностях был ранен командир. Дима взвалил его на себя и собирался доставить к своим, но был схвачен полицаями. Очнулся он в сарае. Далее последовали длительные допросы и пытки, его зверски избивали. Никодим молчал, не старался он и объяснить эсэсовцам и то, что он глухонемой. Его решили повесить. К грузовику, на котором была установлена виселица, подвели 5 пленных. Улучив момент, один из приговоренных к смерти советских бойцов оттолкнул от себя немецких палачей. Следом взбунтовались и другие. Никодим быстро сориентировался и, сбросив с себя уже накинутую на шею петлю, ринулся бежать.
Гитлеровцы открыли стрельбу, но пули Корзенникова не достали. Он долго бежал от преследователей и смог укрыться в ближайшем лесу. К своим он пробирался несколько дней. Когда случайно наткнулся на наших разведчиков, те приняли его за немецкого диверсанта, так как Никодим постоянно молчал. Жестами он пытался объяснить, что с ним произошло. Бойцы почти ничего не понимали, но к Никодиму прониклись. Начальник дивизионной разведки поручил отправить Корзенникова в особый отдел для проверки. Но выяснилось, что по документам Дима уже числится убитым, а его молчание было воспринято как шпионская уловка. От неминуемого расстрела его спас сослуживец. Он опознал Никодима и дал письменные показания в особом отделе, что был свидетелем того, как глухонемой солдат подбил гранатой вражеский танк. Настоящим докладываю, что знаком с красноармейцем Корзенниковым на протяжении 2 месяцев. Красноармеец Корзенников, несмотря на врожденную глухонемоту, был примерным воином, боролся с немецко-фашистскими захватчиками, не щадя жизни. На его личном счету подбитый вражеский танк, немалое количество уничтоженных германских солдат и офицеров. На вопрос, грамотен ли красноармеец Корзенников, отвечаю – грамотен. На вопрос, умеет ли писать, отвечаю – не умеет. После того, как все стало на свои места, Никодим был направлен на Невский пятачок, где долгое время шли ожесточенные бои и откуда солдаты редко возвращались живыми. Корзенникову повезло. Он выжил, но получил тяжелое ранение. Раненого отправили в Ивако-госпиталь в Сочи. На фронт он больше не вернулся. После лечения Никодим устроился работать токарем на Кубани. В родной сибирский город Киренск он вернулся только в 1947 году. Его появление дома было для всех неожиданностью, ведь еще в 1941 семья получила похоронку. Никодим Корзенников продолжил в мирное время трудиться токарем на Киренском судоремонтном заводе, обзавелся семьей. Работал добросовестно, по-стахановски, за свой труд был награжден орденом Ленина. Свою заслуженную в первом бою медаль за отвагу Дима получил только в 1970 году. А еще через 5 лет журналист Ефим Гамер написал о глухонемом бойце очерк «Феномен образца 1941 года». В 1985 году ему вручили орден Отечественной войны первой степени. Феноменальный боец умер в 2004 году. Свое последнее пристанище он нашел на кладбище станицы Елизаветской в Краснодарском крае. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!